Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой нежнейший ажурный узор. Смотрите, как он выглядит. Он формирует красивую волну по низу изделия. И вот таким образом он выглядит при вязании снизу вверх. Если же вязать от горловины, он будет выглядеть вот таким образом, не менее привлекательно и также интересно. Изнаночная сторона этого узора выглядит вот таким вот образом. Таким рисунком можно связать летнюю маечку, например, как вот это. Также он замечательно будет смотреться в футболке, сарафане и платье. Также подойдет для вязания демисезонных изделий, таких как джемпер или же кардиган. Очень красиво и эффектно будет выглядеть в шалях и палантинах. Для вязания такого узора подойдет практически любая гладкая пряжа средней толщины и тонкая. С толстой пряжи можно пробовать, смотря какая пряжа, какой состав, но очень толстую я бы не рекомендовала использовать для этого узора. А вот пушистые виды пряжи можно использовать любые, от кид-мохера тонюсенького до достаточно толстой мохеровой пряжи. Спицы также подбирать я бы советовала по рекомендациям производителя, потому что этот узор не требует, у него нет никаких особых требований к выбору спиц. К примеру, вот свой этот образец я вязала из полухлопковой пряжи 50 на 50 хлопок с акрилом, 360 метров в 100 граммах, и спицы у меня номер 3. В исполнении рисунок не очень сложный, не самый простой, я бы сказала, но и не сложный. Не самый простой лишь по одной причине, что он формируется и по лицевой, и по изнаночной его стороне. Но сам рисунок очень прост, интуитивно понятен, и по сути нужно запомнить всего лишь 2 лицевых ряда и 2 изнаночных. Все остальное вяжется аналогично. Как видите, на схеме указаны здесь самые простые приемы. Это убавление петель с наклоном влево-вправо, изнаночные и лицевые, накиды, лицевые и изнаночные петли. Все, больше здесь ничего нет. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт узора, вот эту его часть. Поэтому я набрала 23 петли. 18 это петли узора, 3 петли симметрии и 2 кромочные. Первый ряд. Кромочная, я ее просто переснимаю. 3 изнаночные. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. При убавлении вправо петли должны быть на спице расположены классически. То есть первая дужка петли смотреть должна на меня. Вот таким образом я поменяла расположение петель и провязываю их одной лицевой. Далее 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. 3 лицевые. Накид. 4 лицевые петли. 3, 4. И 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петли должны быть открыты. То есть вторая дужка смотреть на меня. Такие нюансы важны для того, чтобы петли не получались скрещенными и в готовом изделии не было ненужных узелков. Итак, я провязала раппорт узора. Вы вяжете то количество раппортов, которое нужно для вашего изделия, повторяя от 1 до 18 петли. Ряд же при поворотном вязании заканчивается петлями симметрии. Здесь это 3 изнаночные и кромочная завершает ряд. Если вы вяжете по кругу, вы делаете все то же самое. Наклон петель учитываете тот, который я озвучиваю в предыдущих
в лицевых рядах поворотного вязания. И можете вязать также по схеме. Она составлена именно для вязания по кругу. Второй ряд. Кромочная, 3 лицевые петли, 2, 3, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Для убавления изнаночных петель с наклоном вправо петли должны быть открыты, то есть вторая дужка смотреть на меня. И вот таким вот образом, за работой подхватывая сначала вторую петлю, потом первую, вот так, я провязываю одну изнаночную. Вообще это делается очень быстро, просто немножечко неудобно на камеру, но если вы вяжете вместе со мной, вы это понимаете. Далее 3 изнаночные, 2, 3, накид на себя в изнаночном ряду, 5 изнаночных петель, накиды также я провязываю изнаночной в изнаночных рядах. Дальше идет накид, 3 изнаночные, 2 вместе изнаночной с наклоном влево. При убавлении изнаночных петель влево петли должны быть расположены классически, то есть первая дужка должна смотреть на меня вот таким образом. И провязываю их простым способом. Вот так. Все, я провязала раппорт узора. Далее вы повторяете с 1 по 18 ряд. Поворотные же ряды заканчиваются петлями симметрии. Здесь это 3 лицевые. И ряд завершает кромочная петля. У меня это изнаночная скрещенная. Третий ряд. Кромочная. 3 изнаночные. 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые. Накид. 7 лицевых петель. Накиды также я провязываю в лицевом ряду лицевыми петлями. Накид. 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила провязывать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии, это 3 изнаночные, и кромочной петлей. Четвертый ряд. Кромочная, 3 лицевые, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Я меняю расположение петель и провязываю их вот таким образом. Одной изнаночной. Дальше идет 1 изнаночная, накид на себя, 9 изнаночных петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Накиды также изнаночной провязываю. Дальше идет накид, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной с наклоном влево. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии, это 3 лицевые, и кромочной петлей. Пятый ряд. Кромочная, 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я поменяла расположение петель и провязываю 1 лицевой. Накид, 11 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии. Здесь это 3 изнаночные и кромочная петля. Шестой ряд. Кромочная, 3 лицевые, 1 изнаночная, накид на себя, 4 изнаночные петли, 3, 4. 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 1 изнаночная,
2 вместе изнаночной с наклоном влево, 4 изнаночные, 3, 4, накид на себя и 1 изнаночная. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной. 7 ряд. Кромочная, 3 изнаночные, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, 2 лицевые петли. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной. 8 ряд. Кромочная, 3 лицевые, 3 изнаночные, 2, 3. Накид на себя, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Я меняю расположение петель, вы смотрите по своему вязанию. Дальше идет 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, 2 изнаночные, накид на себя, 3 изнаночные петли. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной. 9 ряд. Кромочная, 3 изнаночные петли, 2, 3, 4 лицевые, накид также лицевой. Дальше идет накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 4 лицевые. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 3 изнаночными, это петли симметрии, и кромочной петлей. 10 ряд. Кромочная, 3 лицевые, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. Накид на себя, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. Это я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной. И вот так выглядит один раппорт узора в более толстой пряже. Надеюсь, узор вам понравился и вы убедились, что он не настолько сложный, запоминать здесь особо нечего, и обязательно попробуйте хотя бы связать образец. Всем легких петелек и до встречи на канале!